Вторая тенденция. Policy in some countries and the markets are pushing them. В некоторых странах и рынок, и существующие политические программы и тенденции действуют заодно, в одном направлении. Soon in the European Union, Скоро в Европейском Союзе it will be required to write reports on your environmental and social performance. будет введено обязательное требование, чтобы подавались отчеты о воздействии деятельности на окружающую среду. France is moving very fast, Франция очень быстро добивается успехов в этой области. adopting new standards that require companies to move in this direction. Франция просто требует от бизнесменов действовать в зеленом направлении и обязывает их это принятием стандартов. I know that the French company Danone is well known in Russia. Алан знает, что в России очень популярна французская компания Danone. I talked with them the other day. Некоторое время назад Алан с ними разговаривал. They have, in the last year, done something quite amazing. В прошлом году они предприняли довольно удивительные действия. They created a fund of 100 million euros Они создали фонд, в который вошло $100 миллионов that they are investing in green and sustainable programs around the world. и инвестируют эти деньги в различные программы зеленого и устойчивого направления по всему миру. Because they have to be sure that they can get their products. Потому что они хотят быть уверены, что их продукцию будет кому продавать. One of my clients is Levi's Jeans. You remember Levi's Jeans? Один из... Знаете, что такое ливайсовские джинсы? In the old Soviet Union, it was possible to make lots of money bringing Levi's jeans to Moscow. В Советском Союзе в давние времена можно было очень заработать на фарцовке, привозя ливайсовские джинсы. So, you young ones know that I'm not lying. Вот все знают, что Алан не врет. Levi's also is investing a lot in sustainability. Компания Levi's инвестирует очень большие средства в поддержание устойчивого развития. Even creating jeans that do not need to use water to make them. И занимаясь пошивом джинсов, они уже не нуждаются в расходовании воды на этот процесс. Actually, what is happening is something quite normal. Но на самом деле то, что происходит, и должно было бы происходить. Or I should say, it's the new normal. Это новая норма. It's called the green economy. Это зеленая экономика. And companies are now seeking green growth. И сейчас компании должны стремиться к зеленому росту, и они это делают. And many international agencies are pushing them. И их подгоняет большое количество различных международных агентств и организаций. And some governments. И даже некоторые правительства. South Korea, for example. Южная Корея, например. During the financial crisis. Во время финансового кризиса. Spent 85% of its stimulus package. How many? 85% of the stimulus. Во время кризиса, в самый его разгар, они 85% средств потратили на стимулирование. $38 billion. $37 billion. 36-37 миллиардов долларов. On green investments. На инвестиции в зеленые проекты. They see the future. Они предугадывают будущее. Better than I do. И делают это лучше, чем сам Аллан. The companies see that they must change their products. Компании убеждаются в том, что им необходимо менять свою продукцию. Consumers in the West expect it. Потребители, по крайней мере, на Западе начинают требовать от компаний зеленую продукцию. And you can see the numbers, again, very big. Посмотрите, какие цифры на слайде. From very famous companies. Компании очень известные. P&G — это Procter & Gamble. Plus, the world is changing. Have you noticed? И вы сами обращали внимание, мир меняется. Arab Spring. Арабская весна. You know about Arab Spring. I was working in Egypt last year. В прошлом году Аллан работал в Египте. Helping to develop a new green economic strategy for the country. Помогая разработать этой стране новую зеленую стратегию развития экономики. A report to the Prime Minister. И отчет был представлен премьер-министру. Then came the revolution. А потом бац, и грянула революция. My friends spent some time in jail. Друзья Аллана некоторое время провели в заключении. Because they were a little too close to the government. Потому что они слишком близко подошли к правительству и огребли вместе с ним. But they were cleared. Затем их освободили. They were just trying to change the country too. А сейчас они принимают участие в том, чтобы изменить то, что происходит. They picked the wrong people to work with. Они просто выбрали не тех людей, с которыми надо работать. But my friends in the firm Ernst & Young.
Но друзья Алана в компании Ernst Young, also a client of mine right now, и они сейчас клиенты Алана, tell me that because of Arab Spring, companies in that part of the world are changing. они сказали, что страны арабские во время этой арабской весны, они тоже серьезно меняются. Sustainability, corporate responsibility, Устойчивость, самоподдержание, ответственность корпораций. growing throughout the Middle East. Все это сейчас обсуждается на Ближнем Востоке. Because the negotiations are not going well, Но поскольку переговоры идут не очень хорошо, the NGOs are focusing on the companies. No, the activists. неправительственные организации. Поскольку переговоры идут не очень хорошо, то работать приходится через неправительственные организации. Because they can change. Потому что они могут способствовать изменениям. Зайдем с другой стороны. My firm is working with WWF right now. Компания Алана работает сейчас с Фондом защиты дикой природы, To design a new program on climate change. чтобы разработать новую программу, учитывающую изменение климата. For all the S&P 500 companies in America. Для всех компаний из списка журналов Fortune, ведущих компаний экономики мира. 500 big companies. И их там 500. So Список 500 ведущих this компаний. is a big change that's occurring. Это очень серьезное изменение. Even the boards of directors are changing. Изменяются даже советы директоров. They are adding these questions to their list of things to do. Директора начинают включать подобные вопросы в список тех дел, которые им необходимо рассмотреть и принять решение. At a very senior and very serious level. То есть это уровень уже очень высокий и очень серьезный. So, here is why I am still optimistic. Вот почему Алан до сих пор остается оптимистом. On the one hand, I do believe my good friend and teacher Dennis Meadows. С одной стороны, Алан, безусловно, верит своему хорошему другу и учителю Деннису Медоузу. Some things will collapse. Какие-то вещи, наверное, действительно переживут упадок и коллапс. Some things are already collapsing. Какие-то вещи уже находятся в этом состоянии. If you are a family in Bangladesh by the water, your life is collapsing. Если вы находитесь на территории Бангладеш, какая-нибудь семья, живущая там, в территории, подверженной затоплению, то коллапс уже лично коснулся. If you are a farmer who needs water from Lake Victoria in Kenya, Если вы фермер, который занимается земледелием на берегах озера Виктория, the lake has sunk 10 meters. уровень воды упал на 10 метров. The pipes are in the air. А те трубопроводы, которые были проложены, они сейчас уже в воздухе висят. I've seen this. Алан это видел сам. So your life is collapsing too. Их жизнь тоже уже в состоянии коллапса. But other things are growing. Но зато другие вещи растут и меняются. New kinds of energy, Новые виды энергетики, new kinds of technology, новые виды технологий, new economics, новая экономика, new business models. новые бизнес-модели. Changing also exponentially. И эти вещи меняются тоже экспоненциально. It's a race against time. Это гонка на перегонки со временем. This is our job today. Our life is about this. И наша жизнь сейчас зависит от этого. Это наша работа. How fast can we change? Насколько быстро мы сможем измениться? I just finished writing a report. Алан сейчас заканчивает один отчет, который ему необходимо подготовить. I hope it comes to Russia sometime soon. И в какой-то момент, наверное, он доберется и до России. It's called Life Beyond Growth И он называется «Жизнь за пределами». and explains all these changes that I'm talking about. В этом отчете объясняются все те изменения, о которых Алан сейчас говорит. The green economy, Зеленая экономика, the change in national economics, изменения в национальных экономиках стран. and what is happening at the national and company level around the world. И что происходит на уровне разных стран и частного бизнеса в них. Life beyond growth does not mean life without growth. Жизнь за пределами роста не означает жизнь без роста. Some things still grow, Некоторые вещи продолжают расти. other things shrink, Некоторые вещи падают. and some things we learn how to stay within limits. И с некоторыми вещами уже понятно, как удерживаться в допустимых пределах. This involves a change in the way we think. Необходимо изменение в том, как мы думаем. So now I offer some methods to do that. Поэтому сейчас Алан предлагает несколько способов, как изменить мышление. This I will do very quickly.
Об этом Алан расскажет буквально в 2 словах. because I would rather you read the book. Потому что он очень рассчитывает, что вы прочитаете книгу. Then you can get the method. В книгах можно найти подробное описание методов. We have a method called compass. Есть метод, который называется компас. It works very nicely in English. Он замечательно работает на английском языке, потому что названия, помещенные в прямоугольниках, укладываются в названия сторон света. The first letters of our compass. Compass allows us to teach a systems view. Компас позволяет обучать системному воззрению, системному мышлению. It helps us work with companies and governments to expand their understanding. Это позволяет работать и с правительствами, и с частным бизнесом, расширяя их мировоззрение. Верхняя стрелка N – природа, левая стрелка – благосостояние, well-being, нижняя стрелка – society – это общество, и правая стрелка – экономика. With that basic understanding of sustainability, Если есть базовое понимание устойчивости и самоподдержания, then we can help people quickly think differently. то тогда можно людей научить думать иначе довольно быстро. The method is called ISIS. Метод называется по первым буквам ISIS. It works in Russian too. И на русском он тоже работает. То есть там по буковкам получается ИСИС. You begin with indicators. Вы начинаете с индикаторов. Это первая буква И. What's happening? Показатели. Что происходит? Not just what's happening to our profit. И не только то, что происходит с нашими прибылями, с денежкой. What's happening to the world, Что происходит с миром? to our people, Что происходит с людьми? to the natural resources we need, Что происходит с ресурсами, которые есть у страны, которые нам нужны? to the places where we throw our wastes. Что происходит с теми местами, куда мы складируем отходы? Yeah. When we understand these things, we can begin to make an analysis. После того, как мы осознаем эти вещи, их можно анализировать численно. And we begin to look for places in the system to make change. И тогда мы начинаем в составе систем искать ключевые точки воздействия, на которые можно добиться изменений. Because you can't change everything. Изменить все невозможно. You have to find the most intelligent thing to change. Нужно найти именно ключевую точку, ту воздействие, на которую позволит вам добиться изменений. This we call the leverage point. Это так и называется, ключевая точка. Опять об этом. When you know what that is, you can decide what to do. Если вы найдете эту точку, вы можете дальше решать, что именно вам делать. Do I need a new economic signal? Может быть, вам нужен какой-то новый